Димаш прибыл в Армению. Фанаты певца встречали его в аэропорте с цветами и настоящим армянским гостеприимством. Только посмотрите на то, как люди радуются приезду своего любимого артиста. Стоит сказать, что Димаш прибыл в преддверии своего сольного концерта. И, конечно, все об этом знали заранее. Ереван встретил артиста очень тепло, и мне кажется, что Димашу надолго запомнится эта встреча. С вами канал, который полностью посвящен жизни и творчеству нашего любимого народного артиста мира. Приятного просмотра, друзья. Мы начинаем. Обладатель невероятного широкого диапазона в 6 октав и 8 полутонов Димаш Кудайберген 29 апреля выступит с сольным концертом в столице Армении, городе Ереване. Это будет шоу мирового уровня под названием «Stranger». В аэропорту Еревана Димаш встречали поклонники, прибывшие из Казахстана, Украины, Чили, Испании и Австралии. Сам певец рассказал журналистам о том, что прилетел в Ереван в отличном настроении и что каждый раз, когда он прилетает в новую страну, он чувствует тепло людей, которые встречают его. Это продолжается уже 7 лет, отметил певец, но он каждый раз волнуется так, как будто это все происходит впервые. В своем профиле в социальной сети Димаш написал: «Мы благополучно прибыли в Армению. Увидимся на концерте». Хочется отметить, что интересная акция сейчас проходит в столице Армении. Все студенты творческих учебных заведений Еревана получают в подарок билеты на концерт Димаша. А проводят эту акцию сами поклонники певца из многих стран мира. Цель данной акции – познакомить талантливую молодежь страны с невероятным и уникальным артистом и мотивировать молодых людей к постоянной работе над собой и своими умениями. Стоит отметить, что Димаш в свои 28 лет является докторантом Казахского национального университета искусств. Также певец носит звание «Заслуженный деятель Казахстана». Димаш Кудайберген является композитором музыки и стихов. Он мультиинструменталист и играет на абсолютно разных музыкальных инструментах. Димаш поет на множестве иностранных языков нашей планеты. Ну и в конце концов, он является настоящей суперзвездой мирового масштаба. Концерты Димаша собирают аншлаги на главных стадионах стран в разных уголках нашей планеты. Но в первую очередь Димаш – это артист с большой буквы, который не потерял простых человеческих качеств на своем пути к успеху. И мы надеемся, что здесь проведем хорошее, красивое время, что будет удачный концерт. И очень рады видеть всех здесь. Также мы прекрасно знаем, что Димаш очень бережно относится к культуре своей страны в своем творчестве. Певец часто говорил о разных интервью о том, как важно сохранять самобытность народов, несмотря на глобализацию. Димаш с радостью и большим уважением знакомит весь мир с особенностями культурного наследия своего родного Казахстана. На своих концертах артист поет песни на казахском языке, а зрители из разных стран поют данные композиции вместе с артистом. Таким образом, Димаш знакомит своих слушателей с особенностями казахского языка. Вот уже на протяжении уже 8 лет мы смотрим все его концерты, слушаем. Он часто выступал в Москве. Всегда мы следуем за своим любимым артистом, очень его любим, ценим и желаем ему дальнейшего творческого полета, счастья, любви.
Культурный обмен и взаимная поддержка поклонников, живущих в разных уголках мира, были названы им как пример таких межчеловечных отношений, к которым стоит стремиться. Межкультурное сотрудничество двух дружественных стран, Армении и Казахстана, обретает в эти дни свое практическое воплощение. Сам Димаш не раз заявлял, что тема мира и хороших отношений между людьми очень важна для него. Также певец отметил, что обязательно использует в рамках своего концерта национальный армянский музыкальный инструмент дудук, и он непременно станет изюминкой предстоящего концерта. Настроение супер. Хочу заранее поблагодарить всех тех людей, которые собираются прийти на мой концерт. Для меня очень волнительно. Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что инициативная группа фанатов Димаша, которая решила купить билеты и раздать их местным студентам, это не просто фанаты Димаша, которые решили обратить внимание людей на своего кумира. Нет, в первую очередь это люди делают возможным сближение двух народов, двух культур – Казахстана и Армении. Благодаря подобным акциям люди из двух стран знакомят с особенностями национального колорита двух народов. Музыка Димаша всегда сближала людей. Каждый человек, неважно откуда он родом, сможет найти в музыке Димаша что-то свое, что-то знакомое и родное. Поэтому творчество данного артиста ценят и уважают во всем мире. Димаш исполнил песню на армянском языке на своем сольном концерте в Ереване. Да, Димаш действительно покорил Армению своим творчеством в этот день. Зрители кричали от восторга, с большим удовольствием подпевали Димашу его песни. Видно, что певца очень давно ждали в Армении с его сольным концертом. Зрители из множества стран съехались в этот день в Ереван для того, чтобы услышать вживую голос своего любимого артиста. Димаш сразу же сделал сюрприз своим фанатам и представил новую песню в своем исполнении, которая была исполнена на армянском языке. Невероятно красивая песня, а как ее исполнил певец? Во время своего сольного концерта в Ереване всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил знаменитую армянскую народную песню «Сарери Овин Мернем». Данная песня полюбилась во многих странах, и ее исполняли множество разных артистов. Название данной песни переводится на русский язык именно так «Умру ради прохлады гор». То, как ее исполнил наш любимый Димаш, это, конечно же, невероятное. Думаю, что в подобном исполнении данная песня еще не звучала, и я очень надеюсь на то, что Димаш возьмет данную композицию в свой список песен, которые он исполняет на концертах, потому что это очень красивая песня, особенно в исполнении нашего любимого артиста мира. Он, как никто другой, умеет добавить любой песне свою удивительную атмосферу.
самом начале своего концерта Димаш обратился к зрителям и сказал, что это его первый концерт в Армении и что он надеется на поддержку зрителей. И, конечно же, он получил эту поддержку сполна. Зрители на протяжении всего концерта оказывали поддержку артисту. После исполнения армянской народной песни зрители стоя аплодировали певцу. Они по достоинству оценили такой приятный подарок Димаша. На концерте было много сюрпризов, помимо выступления самого певца. Так на сцене выступили российская певица Анна Крафт, актриса и певица из Грузии Тиона Дольникова, вокалистка из Армении Тамара Джамгарян и джазовая певица Арпеник Хакобян. Также на сцену поднялись известные битбоксеры и совместно исполнили ремикс на песню Димаша «Fly Away». Սա իմ առաջին սամերգն է այս տաղում։ Coming here only for the concert. Стоит отметить, что Ереван сразу встретил Димаша своим гостеприимством. Как только артист приземлился в столичном аэропорту страны, Димаш сразу же дал интервью местным телевизионным каналам, а после возле аэропорта его встречали армия поклонников с цветами и подарками. Во-первых, хочу поблагодарить вас за приглашение. Да, для меня огромное счастье находиться здесь. Про вашу страну можно говорить с утра до вечера. Я считаю, что Армения очень богат высокой культурой. Армения очень гостеприимная страна, и в эти прошедшие дни мы это с вами увидели и прочувствовали. На сам концерт зрители начали собираться еще задолго до начала выхода Димаша на сцену, чтобы послушать всех тех артистов, которые выступали на разогреве перед самим Димашем. В этот вечер стены большой арены могли наслаждаться совместным исполнением Димаша и зрителей его знаменитых хитов, таких как «Любовь уставших лебедей», «Дайди Дау», «Незабываемый день» и многих других песен. Димаш полностью выложился для своих слушателей, и зрители сполна оплатили ему своими аплодисментами и поддержкой в этот день, думая, что Армения подарила певцу множество незабываемых эмоций. Это взаимная любовь зрителей и артиста. Это настоящий праздник и слияние двух культур – армянской и казахской. Думаю, что тот, кому посчастливилось побывать на данном концерте, надолго запомнит эти моменты и будет рассказывать о них своим близким и родным. Да что уж тут говорить, у меня у самого давно есть мечта побывать на сольном концерте Димаша. Надеюсь, что однажды она исполнится, и я смогу разделить эмоции от увиденного и услышанного вместе с другими ценителями творчества Димаша Кудайбергена. А вы, друзья, бывали на концерте Димаша и хотели бы побывать на нем? Пишите в комментариях свое мнение, мне интересно. Спасибо, что вы с нами. Если вам правда понравился данный обзор, то, пожалуйста, дайте мне об этом знать с помощью ваших лайков и комментариев. Но и самое главное, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы больше никогда не пропускать свежие ролики, которые у нас выходят очень и очень часто.